Приветствую вас на канале. Сегодня мы поговорим о сокровище, которое прячется под тонкой кожурой, о фрукте, который был любимцем царей и мудрецов. Встречайте, инжир. Многие знают его только по сухофруктам, но настоящий свежий инжир – это взрыв вкуса и пользы. Готовы узнать, как инжир может улучшить ваше здоровье, подарить энергию и даже помочь в борьбе со стрессом? Тогда оставайтесь с нами, будет очень интересно. Историческая справка. Инжир – это плоды субтропического дерева рода фикус. На каменистой почве он вырастает в виде кустарника, хотя в более благоприятных условиях может превратиться в 11-метровое дерево. За сезон одно такое растение способно дать несколько сотен плодов. Плоды разных сортов могут отличаться не только по цвету, но и вкусу. Цвет плода может быть от черно-фиолетового до зеленовато-желтого, а цвет мякоти может варьироваться от нежно-розовых оттенков до пурпурного или янтарного. Однако все они грушевидной формы, с сочной мякотью и множественными семенами внутри. Биологи говорят о существовании более 1000 сортов инжира. Смоковница имеет давнюю и богатую историю. Археологи находили окаменелые плоды инжира в поселениях эпохи неолита. Упоминания об этих плодах есть в Библии и других древних писаниях. Некоторые исследователи предполагают, что запретным плодом в Эдемском саду было не яблоко, а именно инжир. Считается, что первыми выращивать эти деревья начали древние египтяне, хотя, согласно другой версии, родина растения – Малая Азия. Затем растение появилось на Крите, а около IX века до нашей эры. Древние греки сделали инжир основным продуктом своей традиционной диеты. Они настолько почитали эти плоды, что даже создали закон, запрещающий экспорт лучших сортов смоковницы. В Древнем Риме фрукт считали священным. Согласно легенде, волчица, вскормившая основателей Рима, Ромула и Рема, любила отдыхать под фиговым деревом. Уже в античные времена древним были известны около 30 разновидностей этой культуры. На западное полушарие смоковницу привезли испанские завоеватели в XVI веке. Сегодня одними из крупнейших производителей инжира являются Турция, Греция, Испания и Португалия. Растет смоковница на Кавказе, в Средней Азии, в Крыму, Карпатах, а также в странах Средиземноморья, в некоторых регионах Азербайджана, Армении, Грузии, России. Преимущества для организма. Богатый химический состав смоковницы делает плоды полезными, а они предотвращают и лечат многие расстройства в организме. Снижает кровяное давление. Фиговые плоды являются хорошими источниками калия-минерала, влияющего на кровяное давление. В рационе многих людей недостаточно фруктов и овощей, но чрезвычайно много очень соленой пищи. При таких обстоятельствах развивается дефицит калия, избыток натрия и, как следствие, гипертония. Результаты лабораторных опытов показали, что если ввести в рацион инжир, всего за несколько недель легко восстановить здоровые показатели калия и стабилизировать кровяное давление. Полезен при диабете. Немногие догадываются, что листья фиги также можно включать в рацион. Однако в некоторых культурах эту зелень активно употребляют в пищу и, как говорят исследователи, правильно делают. В листьях смоковницы были обнаружены вещества, которые обладают противодиабетическими свойствами. Это значит, что диабетики, употребляющие экстракт из фиговых листьев, нуждаются в меньших дозах инъекций инсулина. Обладает противораковыми свойствами. По итогам лабораторных опытов исследователи предположили, что экстракт листьев смоковницы содержит вещества, которые ингибируют рост некоторых типов раковых клеток, в том числе рака кожи. Клетчатка, содержащаяся в плодах, защищает организм от свободных радикалов и предотвращает рост злокачественных образований в кишечнике. Для женского организма, особенно после менопаузы, фрукты полезны как профилактическое средство против рака молочной железы. Кстати, в китайской медицине инжир также популярен в роли натурального антиракового лекарства. Лечит бронхит.
Уникальный химический состав листьев смоковницы делает их идеальным компонентом для лечебного чая. Заваренная зелень этого растения полезна при респираторных заболеваниях и бронхитах. Также это средство применяют для предотвращения и облегчения приступов у больных астмой. Антибактериальное и противогрибковое средство. Малайзийские ученые заявили, что плоды смоковницы обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Опыт показал, что вещества, входящие в состав плодов, убивают вредные бактерии в ротовой полости, а также вызывают гибель некоторых грибков. Устраняет половую дисфункцию. В течение многих столетий народные целители прибегали к помощи инжира при лечении сексуальной дисфункции, бесплодия или слабой эрекции. Во многих культурах инжир известен как мощный афродизиак. Для восстановления половой силы в древние времена советовали ежедневно съедать по 2 фрукта, которые предварительно в течение ночи вымачивали в молоке. Разглаживает морщины. Свой вклад в изучение полезных свойств инжира сделали и индийские фармацевты. После ряда исследований они огласили, экстракт смоковницы эффективно разглаживает морщины, а также осветляет пигментные пятна, веснушки и рубцы на коже. Некоторые предостережения. Инжир, безусловно, очень полезный фрукт. Однако чрезмерное увлечение им часто вызывает диарею, а высокое содержание сахара может стать причиной болезни зубов. У некоторых людей плоды и сок растения вызывают аллергию. Всем огромное спасибо за просмотр, и если информация была полезна для вас, подпишитесь и поставьте лайк. Всем удачи и пока!